Всем привет и спасибо, что зашли на мой канал. Дорогие мои подписчики и гости моего канала, вы очень удачно зашли. Ведь я сегодня приготовила вот такую вкуснятину – долму ассорти. По сути, долма ассорти, классная рифма получилась, долма ассорти – это фаршированные овощи. А фаршированные, набитые, завернутые фаршем овощи на азербайджанском языке звучит так: долдурма, долама. Отсюда и название блюда. Долма, Ее Величество, одна из жемчужин азербайджанской национальной кухни. К сожалению, бытует ошибочное мнение о том, что приготовить что-нибудь из азербайджанской национальной кухни – это целая возня и потеря кучи времени. А вот и нет. Очень многое зависит от того, как поставить работу. Кому интересно, оставайтесь со мной и давайте пройдемся пошагово рецептам долмы ассорти, этого вкуснейшего блюда, вместе. Перечень и количество всех ингредиентов для приготовления долмы ассорти вы видите на ваших экранах. Эту же информацию я продублирую внизу под видео. Итак, все овощи и зелень чистые, я их предварительно помыла. Мясо, телятина и немного курдяка прокрутила через мясорубку вместе с репчатым луком. В идеале, конечно, надо бы лук мелко нарезать. Я с этим не заморачиваюсь и пропускаю лук через мясорубку. Чтобы не терять времени, сразу берусь за начинку. Фарш отправляю в сотейник с толстым дном. Ставлю сотейник на средний огонь и, периодически помешивая, тушу фарш. А пока тушится фарш, готовлю другие ингредиенты. Помидоры надрезаю ближе к плодоножке. Делаю крышку, колпачок, можно сказать. С помощью чайной ложки вынимаю внутренность, мякоть у помидор и пока откладываю их в сторонку. Друзья, хочу отметить, что во многих регионах Азербайджана эту долму называют «Три сестры» – учбаджи. Так что, если, будучи в Азербайджане, в ресторанном меню увидите такое название блюда, то знайте, это долма ассорти. У многих может возникнуть уместный вопрос: а почему не три брата, а три сестры? Ведь помидор, перец, в общем, все овощи в этом блюде, даже репчатый лук, который идет в фарш, мужского рода. Да все дело, я так думаю, все дело в том, что по азербайджанской грамматике существительное не делится на женский, мужской или средний род. Полагаю, так как у нас на кухне в основном орудуют женщины, они дали этой долме вот такое второе название – «Три сестры», а не «Три брата». Ну что, это было лирическое отступление, а я по ходу сняла мякоть у всех помидор. Из мякоти вырезаю твердую часть в сердцевине и измельчаю мякоть. Если не хотите с этим возиться, это дело можете доверить блендеру. Честно говоря, я очень часто именно так и делаю. Измельченную мякоть отправляю в фарш. Помидоры придают фаршу сочность и очень приятную кислинку, благодаря чему фарш становится еще более вкусным. К тому же, благодаря томатному соку можно дать фаршу еще больше томиться и дойти до пастообразного состояния. Именно таким должен быть фарш. Да, сок пока оставляю, он мне еще понадобится. Теперь готовлю баклажаны. У баклажанов вырезаю плодоножки и делаю в них достаточно глубокий разрез. В этой связи хочу сказать, что баклажаны должны быть маленькие, мясистые, я бы даже сказала пузастенькие. А теперь следующий, а именно перец. Так же, как у помидор, ближе к плодоножке у перца делаю надрез, вырезаю колпачки, шапочки. Вырезанные колпачки аккуратно приподнимаю и достаю семенные коробки. Если остались какие-то семечки, то переворачиваю перец с надрезом вниз, постукиваю по стенке перца, чтобы все семечки выпали. А если по случайности колпачки отрываются, то ничего страшного. Просто можно будет потом крышку, колпачок вот этот, сверху положить на перец. Вот и все дела.
Да, еще хочу подчеркнуть такой немаловажный момент. В долма ассорти все фаршированные овощи должны бы быть одинакового размера. И это не просто вопрос эстетики или красоты. Да, такая долма выглядит красивее, аккуратнее. Кроме этого, если они одинакового размера, то все овощи будут вариться равномерно и одинаково. А если, допустим, помидоры маленькие, а перец большой, то пока сварится перец, от помидоров ничего не останется. Или же, если сварится маленький помидор, то большой перец все еще останется сырым. Все очень просто, друзья, не так ли? Вот пока я готовила овощи, подоспел фарш. Все, он уже готов. Я его солю, перчу, вернее, не только перчу, а добавляю целый букет пряностей. И пока откладываю в сторону, даю ему остыть. Перечень пряностей, так же, как и всего остального, оставлю внизу под видео. Пряности, конечно, можно бы заменить на что-то другое, но если вы хотите получить истинный вкус долмы ассорти, то советую сильно не отходить от классики. В кастрюлю с кипящей водой насыпаю соль, туда же отправляю баклажаны. Довожу воду до кипения и провариваю баклажаны 5-6 минут. Больше и не надо. Они не должны провариваться, иначе в готовой долме они расползутся так, что вы их даже не сможете достать из сотейника. Шумовкой достаю баклажаны и пока оставляю их в сторонке остывать. Друзья, после этого этапа баклажаны можно чуть-чуть обжарить на топленом масле, но я этого, как правило, не делаю. В эту же воду отправляю перец. Также довожу воду до кипения, провариваю перец 3-4 минуты, достаю его шумовкой. Но перец набирает в себя воду, вернее заполняется водой. Эту воду надо вылить. Это можно сделать сразу, как достаете перец из воды, или дать остыть, а затем вылить. Перец, так же как и баклажаны, откидываю в сотейник и даю им остыть. Пока остывают овощи, отправляю в фарш последний ингредиент. Мелко нарезаю зелень и отправляю нарезанную зелень в фарш. Для долмы ассорти я обычно использую белый базилик. Иногда могу добавить укроп, но сегодня я этого делать не буду. Ну что, фарш полностью готов. К этому моменту овощи уже остыли, вернее, только баклажаны и перец, а помидоры надо фаршировать сырыми. Баклажаны немножечко катаю, тру в руках, отчего у них пузо становится мягче и с легкостью раскрываются. У баклажанов можно снять мякоть. Я этого, как правило, не делаю. И не потому что лень, а просто так баклажаны остаются более мясистыми. Заполняю баклажаны и плавно перехожу к перчикам. Здесь все предельно просто. Открываю колпачок у перца и фарширую их. Фаршированные баклажаны и перец пока оставляю в сторонке и перехожу к помидоркам. Воду, в которой я варила баклажаны и перец, посолила. Поэтому баклажан и перец в меру соленые. А вот помидоры надо бы посолить. Солю помидоры и заполняю их фаршем. Друзья, в оригинале количество всех овощей должны бы быть одинаковым. Но так как в моей семье не все за раз кушают все 3 вида долмы, поэтому я очень часто кладу помидоры побольше. Вы ориентируйтесь на вкус ваших домочадцев. Вот что ваши любят больше, того и кладите больше. А если вы уверены, что все за раз хотят отведать все 3 вида долмы, то, естественно, можете фаршировать их в одинаковом количестве.
Ну что, я все овощи положила в сотейник с толстым дном. Чуть-чуть солю томатный сок, который остался от мякоти помидоров. Выливаю этот сок в сотейник. Сюда же можно положить топленое масло. Я в мясо положила курдюк, поэтому в моем случае в этом нет необходимости. Ставлю сотейник на средний огонь. Как только пошли первые пузырьки, огонь убавляю и на тихом огне даю овощам томиться еще 40-50 минут. А через 40 минут снимаю сотейник с огня и вуаля! Торжественный, сытный, сочный, ароматный, душистый, одним словом, безумно вкусный обед готов. Смело могу сказать, что долма ассорти может украсить любое застолье. Обязательно приготовьте такую вкуснятину, эту жемчужину азербайджанской национальной кухни для себя и для своих близких, ведь ничто не заменит домашнюю кухню. Я всем желаю приятного аппетита, побольше приятных поводов для застолья и благодарю вас за просмотр. Очень надеюсь, что мое видео понравилось вам. Если это так, не забудьте ставить лайк этому видео. Буду ждать вас на своем канале, ведь я и рада, всегда вам рада. Гостей приглашаю подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые практичные рецепты полезных вкусняшек от меня. Пока-пока и до новых встреч!